Привет, друзья! Я знаю, вы часто просите меня сделать обзор на что-то более популярное, например, на iPhone, Samsung и прочее. И именно поэтому сегодня я сделал обзор на еще более нишевое устройство, чем обычно. Это на видеосендеры HoloLens Mars 400S. Да, вы либо смотрите контент из-за меня, либо не подписывайтесь вообще. Итак, что же это такое? Грубо говоря, это видеопетлички, которые посылают видеосигнал по воздуху. Например, режиссер где-то вдали от вас стоит с мониторчиком, и он видит всю картинку, которую снимает оператор вдали от него, и при этом не нужны никакие провода. Но в этом обзоре я буду рассказывать не только о данном способе применения, а также о более повседневных способах применения и также более интересных. Начнем с того, что получаете трансмиттер и приемник. Оба идеально идентичны, разницы вообще почти нету. Что же у нас тут имеется? На левой бочине находится USB Type-C, HDMI и SDI. На правой же стороне находится включатель, а также разъем питания. На передней панели у нас OLED-дисплей и три кнопочки, которые позволяют нам контролировать настройки. Сзади, как ожидалось, у нас стандартный разъем для аккумуляторов Sony, и сверху у нас находятся две антенки, которые вкручиваются и выкручиваются, если надо. Также в наборе ко всему этому идет запасная пятая антенка, если у вас одна сломается или потеряется, а также крепление, чтобы крепить вот эту всю херобору горизонтально. Ну и как же эти штуки работают? Очень просто. Феноменально просто. Достаете из коробки, прикручиваете антенки, вставляете аккумулятор, включаете обе штуки, выбираете канал одинаковый на обеих и готово, все передается. Господи, как просто! Данные штуковины ловят до 140 метров, а также есть пресеты. Хорошее качество картинки, среднее и плохое, если у вас проблемы со связью. Я, например, на всех съемках использовал пресет хорошего качества, и проблем там никаких не было со связью. Данными видеосендерами я пользуюсь уже 2 недели и брал их на съемки музыкального клипа, а также на съемки короткометражного фильма. На обеих съемках у меня был один и тот же сетап. Трансмиттер вешался на стабилизатор Ronin S, и потом HDMI провод втыкался в мой рекордер Atomos Ninja Inferno. И как вы понимаете, картинка шла из камеры в рекордер, и потом из рекордера выходила прямо в трансмиттер. Чем хорош данный сетап, это тем, что именно в рекордере вы можете применить лут и потом выводить этот лут на внешний монитор, то есть в наш трансмиттер. На другой же стороне приемник вешался, например, на портативный монитор, либо просто клался туда, где он нужен, то есть поближе к какому-то дисплею. Например, на съемках клипа мы положили приемник рядом с телевизором, чтобы люди видели все на большом экране. За все 2 съемки я максимально впечатлен данными устройствами. Проблем с сигналом, с качеством картинки вообще никаких нет. Видеосендеры могут передавать картинку в 1080p 60 fps, а также они сами адаптируются под сигнал, который в них входит, если что. Например, если вы снимаете в 24 fps. Неважно, сколько бетонных стен находилось между приемниками или в какой загруженной локации я находился, а снимали мы прям перед Красной площадью, там должно быть, наверное, дофигища глушилок, все работало идеально. Но это еще не все, у данных штуковин есть много прикольных фич. Например, вы можете использовать приложение и подключать одновременно к ним 5 мобильных устройств. Планшеты, телефоны и 5 человек на съемках могут одновременно наблюдать за картинкой. Нехиленько. Еще у приемника есть фича сканирования локации, то есть вы нажимаете сканировать, он сканирует локацию, все 8 каналов и сообщает вам, какие из них рабочие, а какие такие себе. Говоря о том, как эти штуки держат заряд, естественно, зависит от аккумов, которые вы ставите. Есть маленькие соньки, средние и большие. Естественно, я взял маленькие, чтобы они, естественно, меньше весили, и на стабе эта вся конструкция не весила больше. И я могу сказать, что самым маленьким 550-м аккумом часа 3 спокойно точно. Прям no problem, easy. Если вы хотите на целый день, чтобы эта штука не умерла, вставляйте 970 аккум и все. Целый день прям на easy продержит. Ну и нафига нам это надо, Клим, мы же всего лишь шкила в подписчиках. Да, вы правы, вам, скорее всего, это не надо, но, возможно, найдутся люди, которым это и вправду надо, именно этот обзор. Но я вам расскажу о других полезных способах применения для этих штук, которые очень интересны. Во-первых, если вы полноценно занимаетесь стримами, вы можете получить себе профессиональную беспроводную камеру. Все просто. Трансмиттер надеваете на камеру, вставляете HDMI, а приемник вставляете в карту захвата в вашем компьютере. И бом, у вас с камеры передается картинка прямо в ваш стрим без проводов. И что это означает? Берете с собой камеру, ходите по локации, по квартире, и компьютер в этот момент стримит. Просто феноменально. Конечно, есть и другой житейский способ, это транслировать картинку на телевизор, смотреть кинчики и прочее. Что я и делаю. Телевизор у нас древний, тут нет ни смарт-ТВ, ничего, просто HDMI. Следовательно, для меня это полезно, я просто такая
приемник, естественно, в телек и передаю картинку с компа из своей комнаты, либо с ноутбука, с которым сижу. И это, в принципе, прикольно. Да, есть аналоги дешевле, но раз уж эта штука есть, я ее применяю и для этого тоже. В первую очередь мы все понимаем, что это профессиональное устройство для профессиональных нужд. На съемках это очень важная вещь, потому что кто-то кроме оператора тоже сможет видеть картинку и заметить ошибки, которые не заметит он. У этих видеосендеров много способов применения, а также есть и ценник, который, естественно, подойдет только профессионалам. Например, HDMI версия обойдется вам в 37 тысяч рублей, а версия с SDI разъемами все 42 тысячи рублей. Конечно же, покупать эту штуку для того, чтобы смотреть кинчики на телевизоре, это абсурд. Но если вы снимаете классный видеоконтент и стримите профессионально, то это отличное профессиональное устройство, которое вас не разочарует, имеет отличную сборку, весь функционал, а также самое главное на съемках — это надежность.